Всем привет, с вами Тори-чан. Сегодня я расскажу вам о самой странной японской еде, которую японцы реально едят и не считают, что в ней есть что-то странное. Это мой личный топ-10, половину из которого я бы никогда не решилась съесть. И на 10-м месте многим известные натто, перебродившие соевые бобы. Вот так натто выглядят внутри. Вот это соус рыбный. Также здесь горчица и сами бобы. Сверху пленочка, чтобы ничего не пачкалось. Поскольку бобы перебродившие, они вот такие вот слизкие. Запах такой брожения, как дрожжи, только более резкий, наверное. И вот в эти перебродившие бобы добавляют соус, перемешивают и едят. На вид, конечно, они смотрятся пугающе за счет своей текстуры, такой вот вязкой. У меня они на 10-м месте, потому что я их могу есть. Только первое время, когда только приехала в Японию, я реально натто боялась, но попробовав их пару раз, я привыкла, и теперь я их люблю. На вкус натто как вареная фасоль с привкусом соевого и рыбного соуса, немного горчица чувствуется, но так, чтобы они сильно воняли, как часто о них говорят иностранцы особенно. Я лично такого не ощущаю, поэтому, возможно, если вы любите сыр с плесенью или такие резкие на запах вещи, то, возможно, вам тоже натто понравится. На 9-м месте у нас тороро. Не тоторо, а тороро. Это такой соус, который делается из вида японской картошки под названием нагаймо. Переводится как длинная картошка, и она в реальности очень длинная. Для этого соуса картошку очищают и сырой натирают на мелкую терку. Особенность этой картошки нагаймо в том, что она очень скользкая, слизкая на ощупь, поэтому соус тоже получается очень слизкий и, честно, как сопли, извините, но реально. Как используют соус тороро? По-разному. Им могут поливать сашими, также им могут поливать гречневую лапшу соба или пшеничную лапшу удон. Какое оно на вкус, сейчас скажу. Очень скользкая, натертая картошка на вкус, только без сильного вкуса крахмала, как у обычной картошки. А также от картошки нагаймо начинает очень чесаться полость рта, и губы начинают чесаться. Вы знаете, как бывает, ананас съешь и начинает чесаться рот? Вот так же от этой картошки. Не у всех, но у многих, включая меня. И вот бывают любители, кто абсолютно на все этот соус поливает. Я лично по своей воле его есть не буду, хоть на вкус он не настолько плохой, но вот текстура у него, конечно, на любителя. 8. Мозыку. Это такие водоросли, которые вылавливают на юге Японии, на Окинава. И когда они просто в море, еще не в магазине упакованы, они смотрятся как обычные водоросли, которые я бы не подумала, что можно есть. Но в Японии их едят, и они считаются очень полезными. В принципе, все водоросли, наверное, считаются полезными, включая мозыку. В магазине их продают уже вот такими вот приготовленными, упакованными. Они уже отваренные и протушенные с соевым соусом, сахаром и другими приправами. Пахнет морем. Тадакимас. Если бы не эта слизкая структура, вполне себе нормально. На вкус оно слегка сладкое, слегка чувствуется соевый соус, но не приторные. 7. Рис с сырым яйцом. Многие едят с целым сырым яйцом, я ем только с желтком, потому что я не люблю белок. Это довольно типичный завтрак в Японии, и не только завтрак, японцы в любое время, в принципе, любят есть рис с яйцом и поливают его еще сверху соевым соусом, и вот так вот едят. Я начала есть это блюдо только последние пару лет. До этого я не понимала, как это можно есть с сырыми яйца, так еще и с рисом, что в этом вкусного, но вот распробовала.
И знаю, что многие волнуются насчет того, что это же небезопасно есть яйца сырыми, всякие паразиты и так далее. Но в Японии есть яйца сырыми очень популярны, как и сашими, в принципе, да, есть рыбу сырой. Поэтому здесь это очень строго контролируют. Даже на упаковке с яйцами написано, что их можно есть сырыми. Офигенно вкусно. Видео про странную еду, но я не говорю, что она вся невкусная. На 6-м месте у нас ширасы. Ширасы — это вот такие вот мальки рыбок. Вот эти ширасы, что у меня сейчас, это отваренные мальки рыбок, поэтому они белые, но также продаются неотваренные сырые мальки, и они прозрачные. Я такие сегодня бы не съела, поэтому я купила отваренные. Не знаю, это только у меня так, что есть обычную взрослую рыбу нормально, но когда дело касается мальков, почему-то внезапно кажется, что это как-то странно. И плюс у шираса еще такие глазки черные, которые меня всегда смущали. И даже сейчас, когда я уже более-менее привыкла к этой еде, они все равно меня смущают. На вкус они очень вкусные. Чем-то похожи на обычную белую рыбу, слегка солененькую. Рыбки ширасу часто едят просто с рисом, а также могут делать с ними суши. На 5-м месте у нас ика но сиокара. Ика но сиокара – это кальмар, замаринованный в своих же внутренностях и с солью. Вот это красное – это его внутренности. Ой, какой запах! Вот эту штуку я избегала как могла все 9 лет жизни в Японии. Я ни разу ее не ела, потому что я знаю, что это мне точно не понравится. Изуми тоже сказал, что не любит это, но есть японцы, кто реально это обожает. Кальмар своими же внутренностями, вот все, что было в кальмаре, это все полностью перерубили и замариновали все вместе. Это очень популярная в Японии штука к алкоголю. Японцы это любят есть как закуску. В Японии, в принципе, нормально есть внутренности. Не только вот это блюдо, но и другие есть блюда, где используют внутренности и маринуют это вот вместе с внутренностями рыбы или крабы тоже едят часто абсолютно все, что в крабе, не только мясо. Знаете, у меня дедушка раньше работал капитаном на корабле и часто работал с японцами, плавали они в Японию, и он мне рассказывал, что как-то они на корабле смотрят, что японцы словили кальмара, и вместо того, чтобы его нормально приготовить, там, пожарить или сварить, они его полностью мелко так изрубили и оставили гнить на несколько дней, что просто все были в шоке от этого запаха, что они такое там ужасное готовят, гниющееся из кальмара. И когда он мне впервые это рассказал, я, конечно же, начала Японию защищать, что нет, такого не может быть, японцы не едят ничего такого прямо страшного и гниющего. Наверное, это была сиокара. Теперь я понимаю, что, возможно, он был прав, и японцы пытались приготовить себе к алкоголю закуску из этого. Оно не сгнившее, просто пахнет оно очень специфически. Как алкоголь пахнет, кстати, как водка. Все для просмотров. Хотя бы лайк поставьте мне за это. Вот такой кусочек кальмара. Я могу понять, почему они любят это к алкоголю. Я бы сейчас выпила чего-нибудь крепенького. Не настолько плохо послевкусие, кстати. Когда ты начинаешь есть, оно просто, очень странное на вкус. Плюс кальмар, он еще и не приготовленный, а сырой кальмар засоленный. На удивление, это оказалось не горьким на вкус, как я ожидала будет из-за внутренности кальмара, а скорее, вот есть какой-то непонятный привкус, как морской, как будто как моллюски, что ли, привкус такой вот приторный. Но оно, в общем, более как сладко-соленое, и вот этот неприятный вкус. Давайте проверим, Изуми понравится или нет. 美味しそうこれ美味しそう。美味しそうみんなこれ絶対食べたくないでしょ食べた食べた。俺あんま好きじゃないんだよね。だよね、私も好きじゃない。美味しくない。
でも美味しいのあるよね。美味しいのあるの？あるある。もっと美味しいのあると思う。そういうもんじゃないの。うんЧетвертое. Сирако. Сирако – это молоки, рыбья сперма. И я знаю, что в России тоже едят молоки, особенно лосося, жарят и так далее. Но в Японии очень популярно сирако, молоки, трески. И на вид они смотрятся как мозги. И плюс ко всему в Японии молоки рыбы едят сырыми, как сашими, не отваривая ничего. С ними могут готовить суши или просто есть их с соусом соевым или понзу, и все. На третьем месте одори ика. Танцующий кальмар. Это блюдо – это обычный кайсэндон, рис с морепродуктами, как икра или сашими из кальмара, но главная его особенность в том, что оно украшено головой кальмара, на которую, когда поливаешь соус, она начинает дергать, двигать лапками, что смотрится довольно стрёмно и жутко. Именно потому, что кальмар вот так вот двигает лапками, это блюдо называется танцующий кальмар. Он как будто танцует. И хоть это и смотрится очень жестоко, по факту кальмар уже мертвый, в нем не осталось никаких внутренностей или мозгов и так далее. И это не потому, что ему больно, он так лапками двигает, а потому что это реакция мышц на соль. Поэтому смотрится стрёмно, но в реальности это просто сашими из кальмара, будем в это верить. Это не обычное блюдо для Японии, такое не везде можно съесть, только в некоторых регионах Японии, где очень свежая рыба и кальмары, которые только словили, и они еще живые, поэтому такое могут из них приготовить. Но обычно японцы такое не едят. На втором месте магуро но медама, глаз тунца. Да, в Японии едят не только мясо тунца, но и глаза тоже. Их не выбрасывают, это считается деликатесом, и они довольно-таки дорогие. Это тоже необычная еда в Японии, но есть те, кто это любит. Поэтому да. Как обычно едят глаза тунца, их тушат с соевым соусом в супе и вот едят вот такими вот полностью. И на первом месте у нас два морских гада, потому что я не решила, что из них хуже. Напишите в комментариях, что вам кажется заслуживает первое место, потому что я реально не знаю, они ужасные и тот, и тот. Первое это хоя, это асцидии, и второе это намако, морской огурец. Смотрится и то просто пугающе. В море, если я такое увижу, когда буду плавать, я не знаю, я буду очень быстро уплывать в другую сторону. Не то, что это есть. Но да, в Японии это едят. Причем их едят не только пожарив или сварив, но и сырыми тоже в качестве сашими. Я бы не решилась. Это была странная японская еда, а вы бы такое решили съесть, потому что лично я нет. Жду ваших комментариев. Надеюсь, что вам было интересно сегодняшнее видео. Увидимся еще. Всем пока!